Если вы думаете, что я привез вас в очередной парк аттракционов, это не так, друзья. Мы с вами в одном из самых священных мест на острове Хайнань. Друзья, для тех, кто смелый, для тех, кто не боится приключений, кто готов отправиться в путешествие и попробовать узнать, что же это за мир, в котором мы живем, сегодня мы попробуем это сделать впервые. Для тех, кто хочет попробовать познать себя, свои возможности, я вам покажу, друзья, этот путь. Только путь, больше ничего. Что, конечно, сюда приехать. Это небесные гроты с Фавёнычем. Удивительные места находятся рядом. Есть человек, личность, которая очень сильно повлияла на многих людей на этой планете, создав совершенно уникальную философию, теософию, как угодно назовите. Это Лао Цзэ. Мы отправляемся в то место, ключевое путешествие нашей поездки на Хайнань. Мы с вами приехали в гроты, в небесные гроты, друзья. Находится это недалеко от города Санья на Хайнане, Китае. И вот карта места. Сразу по центру вы встречаете вот такие столпы. Здесь зона фото, если вы хотите фотографироваться. Сложно будет вам объяснить, что это такое, но лучше, конечно, сюда приехать, чтобы всю эту суету приобназить. Можете купить медальки. Скажи, мы выбрали золотую, и вернее, да, 40 юаней. Память о тех местах, которые вы посещаете. Мы купили 2 билета на автобус. Сейчас прокатимся. У нас 2 часа всего в этой части, поэтому на автобусе будет быстрее. Пешком мы не успеем. Потерял ключи. Никого нет. Никто не отзывается. С вами садимся в туристический автобус и будем ехать по маршруту. И вот такие билеты нам дали. На любой остановке мы можем уходить и смотреть. Место действительно красивое. Здесь снимаются свадьбы, в том числе проходят, когда красота. Молодожены. И фотограф, как всегда, вместе с ними. Уже привыкли здесь, поэтому задние места самые интересные. Да, я буду задом наперед, потому что мне будет видно. Конечно, это пляж, мы туда не поедем. Вот так мы едем с вами. Едем в далекие края. Короче, друзья, мы приехали на какой-то пляж. Здесь всякие кафешки, но нам сюда не надо, у нас времени мало. Поэтому мы едем в то место, где вот эти статуи все, и наверх подниматься. Увидели китайскую розу зато. В общем, мы в какое-то приехали место, где просто обычный пляж. Едем обратно в самый центр. Запах цветов, друзья, невероятный абсолютно. Просто невероятный.
само понятие дао – это погружение в некий момент Д, из которого все состоит, являемся частью этого. Поэтому все эти спешки, бега, успокоить ум и познать дао, как мастер Лао Цзэ. Мы с вами приехали к точке, где южный бог долголетия. Старый бог долголетия в древних мифах и легендах еще называется южный Джэньцзунь. Южный король бессмертия является символом звезд, стрелец. Поэтому его зовут Шоу. Шоу долголетия. От того, что он управляет долголетием, еще называется звезда долголетия или звезда старик, Канопус. После династии Мин народ часто сочетает звезду долголетия со звездами счастья и преуспения вместе во время жертвоприношения. Они вместе называются Фу, Лу, Шоу. Как символы благополучия стали самыми популярными богами в миру. Вот почему, когда люди празднуют день рождения, часто в стене висят картины Фу, Лу, Шоу с парной надписью «Счастье так огромно, как Восточное море». Жить так долго, как Южная гора. Или репутация так высока, как звезды. Жить так долго, как Южная гора. Это сейчас закрыто, друзья, но тем не менее, долголетие 5 метров, туалеты, место ожидания, офшор проект, зона комфортного обслуживания, там, где мы приехали. А вот самое интересное нас ждет дальше, друзья. Вечно зеленая елка, 400-500 метров, 500 метров маленький Туньянь, здание короля дракона Южного моря и выход, откуда мы с вами приехали. Все проходят мимо, друзья, но никто не смотрит на небо. Все утыканы в свои гаджеты. И на это все взирает Лао Цзэ. Друзья, мы с вами приехали в место, ради которого, в принципе, я и собирался, на Хайнань. Герой нашего сегодняшнего повествования Лао Цзэ. Величайший человек, который подарил миру нечто. Неважно, мир принимает это или нет, но он уже познал это. Настоящее дао не может быть познано. Если оно познано, это не есть дао. Никогда не знаешь, что нас ждет за поворотом в этом замечательном парке. И я тоже один из таких, кто отправился на этот остров
ради того, чтобы обрести гармонию с природой. Морские чудеса с Фуйонычем. В семье растет чинара, она привлекает золотого феникса. Здесь растут и эритрина, она привлекает павлина. Из пейзажа Чэньчжэнь купается на море. Идем впереди и смотрим пейзажи. Из огромного камня и дерева тамаринов. Как павлин лицом к юго-востоку пристально смотрит на море. Люди обязательно напоминают сказку о мучительной любви между Дзяо Жудзин и Лю Ланчи. Павлин летит к юго-востоку. Ао – мифическое существо. В древнекитайском фольклоре, согласно легенде, дракон родил 9 сыновей, у каждого из них, которые были свои предпочтения. Ни один из них не был похож на другого. 9-й сын называется Ао, также известная как Би-Щи. В древние времена существовало сказание, что богиня Хува, Нова, обработала 5 цветных камней, чтобы наполнить небо и сломать конечности Уао, чтобы создать 4 края земли. Изображение Ао представляет собой голову дракона, туловище черепахи и хвост целинь. Гора Наньшань ранее была известна как гора Аошань, названная так по своей форме, напоминающей гигантскую черепаху, выныривающую из моря. А вы видите ее? А вы нашли ее здесь, друзья, эту гигантскую черепаху? Напишите в комментариях, если увидели. Или, может быть, я ошибаюсь. Значит, ваше желание не сбудется. Так считают китайцы, в том числе и в этом месте, где мы с вами находимся. Лао Цзэ, наверное, не согласился бы. В районе больших и малых земных раев растут 30 тысяч нестарых сосен. Корни этих сосен соединены между собой, а ветви переплетены, как старые звезды долголетия, сияющие, скрестив ноги. Самым старым соснам не менее 5-6 тысяч лет. Этот вид дерева похож на сосну, а то не на сосну. Его называют драконьим деревом, которое является охраняемой древесиной породы второго классового государства. Свою смолу этого дерева можно использовать как целебный материал с гемостазом, мышцам, заданием, другими функциями. Часто говорят, что чаще похоже на длинный поток воды, а долголетие, как не старая сосна, на Южной горе символ долголетия. В том числе не старая сосна относится к драконьему кровавому дереву. Старая половина отказалась туда идти наверх. Очень жарит солнце, но я пойду ради вас, друзья, и покажу вам, куда мы попадем с вами. Если, конечно, сюда можно забраться еще выше. 2014 год. Ну, давайте попробуем. Сколько у меня хватит заряда, энергии, для того, чтобы вам показать это дивное место. Вряд ли кто-то сюда доберется так высоко. Большинство просто не хотят это делать. А зря. Спешить не нужно. Нужно часть стать самими ступенями, как я считаю. 135 метров всего пройти. Тяжело для вас будет это или нет? Не знаю.
Многие считают, что жизнь – это путь. Никакого прошлого, будущего нет. Время иллюзорно. Ну, Лао Цзэ сказал бы по-другому. И он говорит так, что начинаешь осознавать всю красоту этого самого места. Рискованно без воды, да, вы считаете? А я так не считаю. Ноги сами несут меня туда, куда я не знаю. Я попал в сети деревьев, которые меня захватили в плен. Я теперь их пленник. Пленник этого леса фантастического. Похоже, я шел самым сложным путем. Выбрал самый сложный путь, что ли. Туда. Включается, куда бы вы ни отправлялись, берите с собой пленку. Она останется вместе с вами навсегда. Похоже, мне еще выше подниматься, друзья. Но я уже здесь. Я уже вот прошел вот по этим частям сюда. Мне осталось совсем немного. Дальше еще хлеще. Совсем высоко. Какой камень. По сказанию легенды, что глава графства по имени Мао Куй, династии Сун, встретился с Богом из небес. Мао Куй строил каменную лестницу по следу Бога и гравированной с волшебной лестницей. На выходящем на юг скалы, подописывающей чудесное представление моря и горы. Это очень высоко, друзья. Не думаю, что каждый заберется по этим маленьким лестницам. А дальше нет дороги. Друзья, смелым открывается. Этот камень имеет выход. И мы с вами с Валёнычем его нашли. Смелым стелется дорога. Фух. А наградой будет выход вниз. Попробуем еще выше. Получится или нет. Еще выше.
Не выдержала. Дальше нет дороги. Ее нет, друзья. Мы дошли до этого места. Дальше нету. Помоги нам, богиня, спуститься вниз. Наньшань. Спасибо тебе, что дала подняться сюда. Дальше 655 метров, друзья. Я не знаю, смогу ли я дойти до вершины. Воды у меня нету. Силы покидают меня. Метров 100. Дальше дело за вами, не могу. У меня кончились силы, друзья. Надеюсь, что вы заберетесь на самую вершину. Богиня разрешит вам посетить самый верх золотой. Меня она остановила по какой-то причине. А я склонен доверять. И прочувствовал. Да, в это место. Я не готов. Но я зашел дальше, чем многие. Очень многие. Бук. Бук. Монумент мира. Конец мира. Было захватывающе, друзья. Мне не хватило метров 300. Да, инстафоточки здесь есть, друзья, но есть места совершенно те, которые я вам показал. Все куда-то спешат, все куда-то идут или едут. Один я двигаюсь, оставаясь неподвижным. Это руки у меня так трясутся, друзья, от того, что я там увидел и испытал. Нас ждет музей дракона. Штуки люди сюда вешают. Ага. Тебе надо? Нет. Давай, пойдем. Кто не успел, может зайти, посмотреть из бусин. Черепаха. Черепаха? Дракон-черепаха. Дракон-черепаха? Слушайте, никогда не видел. В Китае не того еще увидите, друзья. А мы живем в заливе, который зовется Драконьим. Обязательно сюда приезжайте. Можете взять вот такую маленькую машинку с залогом 500 юаней на 45 минут, 90 стоит. Шутка, друзья. Какие деньги, о чем вы говорите? Здесь есть лавка сувенирная, там интересные вещи продаются. Можете купить, выбрать, что вам по душе. Вот есть фигурки здесь, друзья, учеников. 58 юаней стоит. А мы ожидаем уже автобуса. Так, мы с мамой доехали до пляжа, дальше шли пешком сюда, прошли здесь, вот этих камней, и помахай. И сейчас мы с вами едем назад. То есть, получается, мы здесь 2 часа были, больше? Больше 2 часов. Пока. Этот ветверок, который мне так нужен был на горе, где его совсем нет. А кто-то еще только едет. Не знает, что его ждет впереди. Если вы думаете, что это все на сегодня, отойди в сторону. Да нет, это только начало пути, друзья. Самое интересное впереди. Но это в другом ролике. Это нереально. Забыли купить медальки, здесь они на выходе тоже есть. Так что сможете. О, наконец-таки. Цивилизация. Эскалаторы. Это было незабываемо абсолютно. Я весь мокрый насквозь. Тут слоны встречают нас. Слоники. Зачем-то котел стоит, друзья.
Ну, если котел стоит, значит на нем что-то готовить. Наверняка. С виду не скажешь, что там совершенно другой мир. Буквально в нескольких сотенных метрах отсюда. Мы попадем с вами в сказочный мир, который соединен с нашим миром. И для этого понадобится пройти небесные врата. Стал я мудрее? Нет, друзья. Стал я глупее? Наверное. Вообще, стал ли я, есть ли я? Это вопрос. Табличка вам точно, друзья, пригодится, потому что она здесь нужна. А я потерял свою воду через тело. Вот так вот. Потому что я постоянно двигался. И двигался вверх и вперед. Чего и вам, друзья, желаю. Приезжайте сюда и попробуйте испытать себя. Инструментальный цех. Сможете ли вы найти эти небесные врата или нет? Ступени вверх и вперед. Ступени вниз и назад. Ступени движутся сами, а вы стоите на месте. Стоит вам только свернуть с проторенной дорожки, по которой большинство идет. В любом деле, друзья, надо быть смелым. Нарушать правила. Правила придуманы для кого? Кто их читает, как минимум. И с вами был Файоныч, друзья. Если вам это все понравилось, вы знаете, что делать. Да ерунда осталась-то. Все. Вот он там уже светлеет. 3 часа. Да. Некоторые даже не знают, что они перед вами.